Всем привет! Ты находишься на канале White Shark, и сегодня мы поговорим про игру Lotr Rise to War, или как ее еще называют, Властелин колец, Битва воинств. Это просто топовая мобильная стратегия этого года. И я уверен, она разорвет все чарты. Итак, поехали! Сегодня, если быть точным, мы с вами поговорим про героя Двалина. У нас сегодня будет гайд по нему. Так как я один из самых топовых игроков, особенно на гномах, Двалин мой мейн персонаж. Поэтому я знаю, как его собирать, какую армию на него брать и что вообще из себя представляет данный герой. Если тебе интересно посмотреть гайды, если тебе интересно посмотреть всякие полезные ролики по этой игре и многим другим, то подписывайся на канал и, собственно, смотри все эти ролики. Вообще, если углубиться, есть несколько рангов персонажей. За добро таких три. Это S-ранг, A-ранг и B-ранг. Двалин входит в S-ранг. Он один из самых лучших персонажей в игре. Вот тут ниже я прикрепил вам табличку, вот она, которая показывает, у какого персонажа за добро какой ранг. Вы можете смело качать этих персонажей, я буду выпускать на них гайды, и вы будете лучше понимать их. Ну и как я уже сказал, сегодня мы рассмотрим Двалина, давайте начинать. Итак, мы видим нашего любимого с вами, ну по крайней мере это мой любимый герой, Двалин. Смотрите, у него есть такая ветка, называется она музыкант, где есть два скилл-поинта. Сама по себе ветка дает плюс 15% к скорости армии и плюс 15% к защите армии. И на максимальном уровне прокачки также дает плюс 3 к урона всей армии. Что звучит по сути очень круто, потому что по факту мы можем ускорить нашу армию, повысить защиту и добавить ей урона. Что дает нам понять, для Двалина по этому навыку отлично подходят персонажи с высокой защитой, маленькой скоростью и достаточно средним либо небольшим уроном. Что в принципе для гномов каких-нибудь очень даже кстати. Также мы имеем два скиллпоинта. Первый скиллпоинт каждые 2 раунда просто регенерирует очки здоровья, что дает нам понять, что толстые персонажи все-таки самые лучшие. Второй скиллпоинт каждые 2 раунда хилит отряд с наивысшим количеством защиты, что дает нам в принципе понять, что персонажи с высоким количеством защиты и высоким количеством здоровья, ну в принципе выживаемостью, отлично подходят нам под навык музыканта. Поэтому Двалин очень хорошо кооперируется с гномами Т3, со своими баранами Т3, возможно, какой-нибудь кавалерией Гондора. Ну и, конечно же, самые лучшие отряды, это отряды, которые имеют в себе Т4 гномов. Да, ну и опять же Т4 юнитов уникальных, которых можно захватить там везде по карте. Следующая ветка называется Опытный воин. Она дает повышенный урон командиру, то есть самому Двалину, и повышает урон на 10 на максимальном уровне прокачки. Что означает, что Двалин по факту вместе со всеми своими танками при прокачке музыканта на фулл может вносить урон сам. То есть да, у нас есть гномы, армия, которая дефает весь урон и наносит урон также, да, под бафами Двалина от музыканта. И сам Двалин, который наносит невероятное количество урона. Вот я вам сброшу статистику этого урона. На самом деле она действительно очень большая. Вот именно поэтому он и считается одним из лучших. Вот. У опытного воина есть 2 скиллпоинта, которые можно вкачать. Первый скиллпоинт повышает свой урон, и второй скиллпоинт повышает урон армии. То есть после того, как наш Двалин атакует какую-то цель, то вся армия получает бонус, который зависит от мощи и повышает весь урон, входящий в эту цель. Что, в принципе, дает нам понять, скажем так, всю вот эту вот связку, да, то есть гномы, они все тяжелые, у них высокое количество здоровья, высокое количество брони, но также у них есть Двалин, который очень сильно бьет, и каждая атака по какому-либо юниту повышает атаку всего отряда вообще. То есть, да, вот эти 2 навыка, они идеально между собой там могут как-то коллаборировать, да, если можно так сказать. Поэтому Двалин может как и хорошо дефать и не умирать, за счет чего, скажем так,
экономить свои ресурсы, так он и может достаточно много урона, что мы видели из скриншота, наносить, что для нас очень важно, особенно на ранних этапах. Следующий наш навык — это кровь Дурина, который есть, кстати, у большинства гномов. Он повышает урон командира, то есть, опять же, улучшает самого Двалина, улучшает его урон. Да? И на максимальном уровне прокачки мы имеем плюс 15 мощи, что является достаточно очень сильным перком для нас, так как мы повышаем урон не только себя, а и армии, потому что у нас в верхней ветке было то, что мы повышаем урон всей армии по цели, которую атаковал Двалин, и этот урон, в принципе, бонус урон зависит от мощи. То есть мы бафаем нашу предыдущую способность. Поехали дальше. Есть еще один скиллпоинт у этой ветки. Каждые 2 раунда наносит урон и выбирает в приоритете юнитов ближнего боя. Что в принципе дает нам понять, что все юниты гномов атакуют юнитов ближнего боя. И сам Двалин не против атаковать способностями и своими топорами юнитов ближнего боя. То есть в принципе мы контрим всех ближников. И также мы контрим юнитов больших, потому что у нас в принципе есть на это перки и бафы. Второй перк по этой ветке дает нам способность каждые 3 раунда атаковать с очень большим количеством урона и понижать урон на себя. То есть мы максимально увеличиваем урон от самого Двалина. Он так и хочет всех убить, всех атаковать, юзать способности, юзать топоры, добавить себе мощи, увеличить урон армии, похилить ее. И вот он прям так и хочется задержаться в этом бою и нанести максимально возможное количество урона, при этом потеряв минимальное количество людей. Вот поэтому Двалин, собственно, и сильный. Итак, следующая наша способность — Воитель Одинокой Горы. Мы уменьшаем урон всей армии, огненный урон. То есть, да, наша армия получает меньше огненного урона. Достаточно не меньше, а даже очень значительно, больше, чем в половину. Что, в принципе, очень хорошо против Изенгарда, Мордора, Рун и Ангмара. Также у нас есть перк, который дает нам бонус урон по большим отрядам. Большие отряды в основном также имеются у Ангмара, Мордора, Изенгарда и Рун. Также мы имеем очень хороший перк, который дает нам понять, что Двалин хочет разорвать всех своими топорами. Это обычный перк на бонус урон самого Двалина. Да, он нам дает понять, что мы хотим воевать с толстой армией, у которой много защиты, которые могут двигаться медленно, это пофиг, у которых может быть даже и средний урон, потому что он в принципе их бафает. И он хочет сам пойти в бой, развалить всех ближников, развалить всех больших, всяких Изенгардов, Мордоров, Рун, Ангмаров. Он хочет просто взять, ворваться в эту игру, потерять наименьшее количество воинов, нанести наибольшее количество урона и просто победить. Всем советую Двалина, советую всем также играть за гномов. Очень приятная фракция. С вами был White Shark. Подписывайтесь на канал. Пока.